Лулу-слониха была на втором сроке беременности. Но в этот раз роды были длительными и тяжелыми. Поэтому, когда она наконец родила после многих часов боли и слез, персонал парка наклонил головы, чтобы взглянуть на новорожденного, но когда они увидели своего детеныша, они не могли сдержать крика изумления. Когда персонал национального парка Амбасели в Кении заметил, что их проживающая слониха Лулу показывала признаки скорых родов, они немедленно вызвали ветеринара, чтобы помочь ей с родами. Это не был первый детеныш Лулу, так как 2 года назад она уже рожала. Ее первая беременность застала персонал почти врасплох, поскольку она была тяжелой и редко проявляла признаки стресса или недомогания. В этот раз, однако, они смогли обнаружить беременность достаточно рано. Лулу рожала довольно тяжело и даже немного неуклюже. Было почти так, как будто она не чувствовала себя комфортно в собственной шкуре, и беременность казалась ей тяжелее, чем обычно из-за ее очевидного недомогания. Смотрители зоопарка решили присматривать за ней повнимательнее, поэтому они были более чем готовы, когда она начала расхаживать по своему вольеру и громко трубить. Однако казалось, что эти роды будут гораздо труднее, чем предыдущие. Лулу испытывала мучительные боли в течение многих часов и не переставала кричать своей стае и персоналу, словно прося о помощи. Никакие движения, казалось, не могли ее утешить. Она ходила взад-вперед, терлась о некоторые деревья, все, что могла. Роды продвигались очень медленно, что делало их еще более тяжелыми для перенесения. Ее крики начали разноситься по зарослям, отдаваясь эхом от ближних утесов хребта. Хищники и подальщики приблизились, чтобы увидеть, что происходит, гадая, смогут ли они получить легкую добычу. К счастью, у Лулу была стая вокруг, образующая защитный барьер. Они тоже, казалось, очень беспокоились за нее, но сосредоточились на том, чтобы отогнать нежеланных гостей. Персонал парка продолжал ждать, надеясь, что она переживет этот ужасный опыт. Дежурный ветеринар наблюдал за ней, готовый вмешаться, когда она внезапно полностью замерла. Через несколько минут беспокойства один из рейнджеров подошел, чтобы посмотреть, родила ли она своего детеныша, но увидел нечто совершенно неожиданное. Он быстро позвал всех, крича в изумлении. Остальной персонал быстро прибежал и был поражен удивительным зрелищем. Лулу родила двойню. Это было почти неслыханно, чтобы слониха родила двойняшек. Настолько редко, что это почти никогда не документировалось. Фактически, последний зарегистрированный случай был в 1980 году. Теперь все начало обретать смысл. Вот почему она была такой большой во время беременности. Она носила 2 слонят вместо одного. После первоначального шока и волнения от вида слонят-близнецов персонал парка серьезно забеспокоился. Иметь близнецов в дикой природе редко по определенной причине. Млекопитающие, такие как слоны, не предназначены для выращивания более одного детеныша, поскольку сам процесс обычно слишком изнурителен. Обычно более слабый из 2 детенышей отстает. Их опасения усугубились, когда они заметили реакцию старшей дочери Лулу на близнецов. В отличие от других слонов в стае, она казалась довольно раздраженной прибытием своих братьев-близнецов. Она совсем не проявляла поведения заботливой старшей сестры и смотрела на них с глубоко нахмуренными бровями. Персонал хотел вмешаться, но не мог. Природа работы в национальном парке означала, что нужно позволить жизни идти своим естественным путем, а это, в свою очередь, означало, что они сидели сложа руки, наблюдая за происходящим. Обычно старшие братья и сестры в семьях слонов достаточно теплы и гостеприимны со своими младшими братьями и сестрами, однако в этой семье дело обстояло иначе. Старшая сестра топала ногами возле своих братьев и делала вид, что бросается на них. Им едва исполнился час от роду,
Но это не мешало ей показывать остальной стае, что она думает о них. Лулу была слишком измождена, чтобы заботиться о своей дочери, но, к счастью для нее, вот где вступила в дело стая. Слоновьи стаи очень сплоченные и функциональные семьи, что означало, что Лулу могла положиться на старших членов семьи, чтобы дисциплинировать свою дочь, и именно это и произошло. Под внимательными взглядами персонала парка одна из старших самок группы мягко оттеснила молодую слониху от ее матери и братьев, нежно погладила ее хоботом и постепенно успокоила. Это было облегчение для персонала. Естественно, они не хотели, чтобы новорожденным был причинен вред, особенно потому, что их рождение имело большое значение для всего слоновьего сообщества. Они продолжали наблюдать за Лулу и с нетерпением ждали, что будут делать близнецы. Наблюдать, как новорожденный пытается встать на ноги, всегда было таким трогательным зрелищем. Они покачивались, словно пьяные, не в силах устоять на ногах. В некоторых случаях казалось, что ноги им не принадлежат. Не было никакой разницы с близнецами Лулу. Когда один из них встал, он выглядел сильным и уверенным в себе, сделал несколько шагов вперед. Но затем рухнул на задницу. Однако он был очень решительным и как можно быстрее снова попытался встать, только чтобы упасть вновь. Он был довольно крупным, и персонал уже мог представить его в будущем как массивного доминантного самца. Его брат, напротив, был не таким. Ему очень трудно было встать на ноги в первый раз, он определенно изо всех сил пытался, но его усилий, казалось, было недостаточно. Они видели только, как его голова двигается вверх-вниз, пока он пытался поставить ноги под себя. Это продолжалось полчаса, прежде чем он сдался. Сидя на местах, охранники могли видеть, что он измотан от стольких усилий. Тем не менее, хотя его вялость и была понятной, она вызывала серьезную тревогу, дела обстояли неважно для второго близнеца. Первый близнец продолжал неуклюже бродить, как любой другой здоровый новорожденный, подбежал к матери, поскуливая и касаясь ее туловища. Его проявление нежности было очень трогательным. Она жестом подозвала его к себе и начала кормить. Но в то время, как она ухаживала за ним, будучи заботливой матерью, персонал также видел, что она тревожно ищет своего другого детеныша. Этот умный слон знал, что у нее двое детенышей, и хотел помочь второму. Когда Лула увидела своего второго детеныша, лежащего в траве, она явно встревожилась. Несмотря на изнеможение, она резко вскочила и подошла к своему детенышу, толкнула его хоботом, а когда он не ответил, начала издавать обеспокоенные звуки. Стая заметила это поведение и постепенно начала подходить, чтобы изучить ситуацию. Двое тепло приветствовали поступок близнеца, проявляя физическую нежность на своем пути, но когда они приблизились к вялому близнецу, их тон изменился. Их зовы стали мрачными и горестными. Они молча подошли сзади Лулу, почти в знак солидарности, и попытались утешить своим присутствием. Одна другая мать из стаи вышла вперед и оставила своего детеныша, чтобы помочь Лулу. Они использовали свои хоботы, пытаясь заставить милого детеныша встать на ноги, но он едва реагировал. Было очевидно, что Лулу и другая слониха становились все более обеспокоенными тем фактом, что детеныш не мог подняться на собственные ноги. Они начали топать ногами, не зная, что делать. Лулу начала махать ушами на своего детеныша, явное проявление разочарования, которое не осталось незамеченным. Фактически, стая уловила ее тревогу. Они тоже начали беспокоиться по этому поводу. Для персонала парка было ужасно наблюдать эти муки, но ничего нельзя было сделать. Так слоны переживали происходящее. Казалось, второй близнец уже не встанет, и стая оплакивала то, что, вероятно, считала его неминуемой смертью. В конце концов, дикое животное
которое не может передвигаться самостоятельно, не более чем легкая мишень, и все это знали. Но прежде чем случилось что-то ужасное, кажется, слоненок понял послание. Его мать и семья были рядом, нравилось ему это или нет, они будут подбадривать и помогать ему во всем, что могли. Поэтому в который раз за тот день он собрал все свои силы и попытался встать на ноги. Он толкался и раскачивался изо всех сил. И когда, наконец, его тело оторвалось от земли, произошло нечто удивительное. Когда слоненку удалось слегка приподнять тело над землей, он приготовился снова упасть. Но на этот раз все было иначе. Внезапно он понял, что его мать обвела его тело хоботом и держала на ногах. Это неожиданное событие так воодушевило слоненка, что ему удалось сохранить равновесие, когда мать, наконец, отпустила его. Благодаря помощи своей любящей мамы он смог встать на ноги и сделать свои первые шаги. Он шел не так быстро, как его брат, но, по крайней мере, он двигался. Атмосфера в долине быстро изменилась. Впервые с рождения близнецов появился признак того, что все будет хорошо. Стая торжествующе возликовала, увидев, как ходят близнецы. Это было первое и самое важное препятствие в их детстве, и они успешно пережили шторм. Члены слоновьей стаи дружно подняли свои хоботы в воздух и издали гармоничные трубные звуки, возвещая всей долине, что их новейшие и самые юные члены будут в порядке. Персонал позволил счастливой стае отпраздновать это и вернулся в свой лагерь. Они были воодушевлены тем, свидетелями чего только что стали. В конце концов, не каждый мог похвастаться, что видел рождение слоновьих близнецов и такое замечательное проявление сотрудничества между членами стаи. В лагере сначала не могли поверить в то, что слышали. Сначала они подумали, что стали жертвами розыгрыша, но когда персонал показал размытые фотографии слонят-близнецов, их коллеги не могли не почувствовать ужасную зависть к тому, что они пережили. Итак, на следующий день все в лагере настояли на том, чтобы их отвели туда, где родились эти милые близнецы. Все смогли лицезреть захватывающее зрелище двух крошечных слонят, легко отличимых друг от друга, несмотря на расстояние. Не раздумывая, один из членов персонала сделал прекрасный снимок милых близнецов и выложил его в социальные сети. Он хотел, чтобы весь мир стал свидетелем чуда рождения близнецов и тесных отношений, которые уже сложились между членами стаи и детенышами. И с этого момента фотографии стали вирусными. Далеко за пределами их самых смелых ожиданий фото вскоре получило тысячи положительных комментариев. Однако этот пост также привлек все внимание, которого парк предпочел бы избежать. Национальный парк Амбасели в Кении был местом, куда иностранцы приезжали, когда посещали Африку, особенно если они любили слонов. Фактически, там обитала огромная популяция, более 1600 слонов. Люди со всего мира приезжали в парк с единственной целью увидеть этих величественных гигантов. Поэтому, когда фото начало распространяться в социальных сетях, все начали требовать увидеть детенышей. Все были в восторге от того, что произошло нечто столь редкое, как рождение близнецов у слона, и хотели разделить это чудо. Внимание обычно положительно для таких аттракционов, как парки, но иногда оно также может иметь негативные последствия. Они приходят в форме жадных охотников или браконьеров, которым нравится извлекать выгоду из подобных ситуаций. Благодаря вирусным изображениям все браконьеры в районе сразу же осознали, что ценные трофеи ходят по парку на крошечных, неустойчивых ножках. Это означало, что парку нужно немедленно усилить безопасность. Парк не был чужд трагедии, когда дело касалось его слонов. Фактически, только в 2017 году они потеряли 10 слонят из-за различных болезней и ловушек. Браконьерство было ужасной проблемой, с которой им приходилось бороться ежедневно.
Не было ничего хуже, чем патрулировать парк и находить пойманное или мертвое животное. Ситуация ухудшилась настолько, что им пришлось нанять более 300 рейнджеров из местного сообщества для охраны слонов. Рейнджеры работали по графику, посменно защищая драгоценную землю, на которой все они работали и жили неподалеку. Поэтому, когда они узнали, что в заповеднике есть 2 очень уязвимых слоненка, они решили защищать их. Они стали уделять значительное время наблюдению за новорожденными близнецами в целях безопасности, а также помогали контролировать благополучие милых животных. Благодаря им они заметили рост вялости и тревоги у второго близнеца. В течение нескольких дней он, казалось, был в полном порядке, но теперь это уже не так. Рейнджеры вызвали по радио ветеринара парка и посоветовали ему навестить новорожденных слонят. На следующий день он отправился взглянуть на второго близнеца, хотел убедиться, что с ним все в порядке, и окончательно успокоить персонал парка относительно его благополучия. Однако приблизиться к нему было непростой задачей. Всю его семью и стаю окружали его, готовые защитить от любого чужака, который попытается навредить слонятам. Они еще не понимали, что ветеринар пришел с самыми благими намерениями. Наблюдая за слоненком издалека, врач объявил, что он в порядке и будет в порядке. Но когда слоненок начал двигаться, стало ясно, что его состояние определенно хуже, чем все предполагали. Ветеринар начал беспокоиться из-за того, что видел и слышал. Было очевидно, что слоненок не процветает в своей среде обитания. К сожалению, он мало что мог сделать. Как он мог помочь детенышу, не вмешиваясь в естественный ход природы? У него было ужасное предчувствие, что произойдет что-то плохое. Поэтому он подготовился к любой трагедии. Сначала он получил разрешение комиссии по дикой природе, а затем без труда приблизился к слоненку. На первый взгляд казалось, что детенышу нужна дополнительная помощь с кормлением. Поэтому ветеринар продолжал наблюдать за милым слоненком и следить за его поведением. Спустя пару часов он убедился, что быстрая инъекция добавок сотворит чудеса для его хрупкого здоровья. Ветеринар нашел лучшее место для инъекции слоненку и попросил всех присутствующих помочь ему. И именно тогда разразился ад. Слоненок ужаснулся, увидев приближающихся людей. Он никогда не видел их вблизи раньше, а тот, кто шел с огромной иглой в руках, казался самым пугающим. Поэтому, когда он понял, что они идут за ним, он начал кружить на своих шатающихся ножках в отчаянной попытке оставить их позади. Ветеринары и смотрители парка обычно используют транквилизаторы и дротики, чтобы успокоить животных, с которыми им приходится работать, но этому врачу нужно было подойти ближе к теленку, прежде чем вводить добавки. Ему нужно было оценить его вес и приготовить правильную дозировку лекарства, чтобы убедиться в его эффективности. Но осмотр слоненка превратился в серьезную битву. Помимо испуганного и пугливого поведения, казалось, слоненку нравилась эта погоня, как бы раздражающе это не было для врача. Это также означало, что детеныш был невредим в неврологическом плане и нуждался только в физической помощи. К счастью, он находился в идеальном месте для этого. Как только ветеринару удалось подойти к слоненку, он ввел ему инъекцию, а затем продолжал привлекать его к беготне, зная, что физическая активность пойдет ему на пользу. И превращение терапии в игру сделает детеныша более склонным к сотрудничеству. Итак, ветеринар начал ежедневно работать с милым слоненком, пока его старшая сестра не стала копировать его движения. Тогда он смог позволить ей проводить терапию со своим младшим братиком. Несмотря на то, что рождение близнецов несколько дней назад испортило ей настроение, теперь она по-настоящему исполняла роль старшей сестры. Она была рада, что ее мать по-прежнему проявляет к ней нежность, и теперь у нее есть еще 2 компаньонов для игр.
Благодаря ветеринару и усилиям Лулу второй слоненок догнал свою стаю и достиг достаточного здоровья, чтобы позаботиться о себе самостоятельно. Парк получил пару здоровых близнецов, и многие люди имели возможность наблюдать, как они взаимодействуют в своей естественной среде обитания. Все вышли победителями, и это было свидетельством силы природы. Какая удивительная история удачи и стойкости. Видели ли вы когда-нибудь близнецов среди животных? Что бы вы сделали, чтобы защитить детенышей Лулу от браконьеров? Расскажите нам в комментариях. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.